Глубоко в сердце древнего калифорнийского секвойного леса группа ученых под руководством бесстрашного биолога Харпера Торна сделала поразительное открытие в колоссальном стволе самого большого дерева в мире. Пока их бурения отдавались эхом в коре, команда обнаружила скрытую камеру, содержащую нечто, превосходящее их самые смелые ожидания. То, что они обнаружили, было настолько шокирующим, что могло бы изменить историю Соединенных Штатов. Но прежде чем мы начнем нашу историю, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одной новой истории. Биолог Харпер Торн всегда интересовалась всей флорой и фауной, поэтому, когда правительство наняло ее и ее команду для изучения одного из старейших и крупнейших существующих деревьев, она знала, что не сможет упустить такую возможность. Хотя это была всего лишь обычная проверка, она и ее команда горели желанием увидеть это, еще не зная, что они найдут. Все они собрались у входа в лес. Это была специальная экспедиция, и рейнджеры закрыли этот участок леса. Таким образом, Харпер и ее команда могли проверить все без посторонних. Хотя она не возражала, если они что-то найдут, было бы лучше, если бы периметр был уже оцеплен. Группа отправилась в лес на фургонах, набитых оборудованием. Им пришлось взять все это с собой, чтобы провести правильное наблюдение и изучение дерева. Дерево, которое они собирались изучать, было невероятно старым. То, что увидел колоссал, было невообразимо, но доктор Харпер Торн надеялся, что дерево расскажет им немного о своей истории. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до дерева, и они, конечно, не могли его не заметить. Хотя этот вид деревьев был хорошо известен в секвойях, эта секвойя была самой крупной из них. Ширина дерева была смехотворной, а о длине даже и думать не стоило. У доктора Харпер закружилась голова. Она собиралась изучить это чудовище. Она понятия не имела, какие странные вещи обнаружат ее исследование. Они начали с передней части дерева и увидели тревожное зрелище. Казалось, что наблюдение было правильным решением, поскольку недавние штормы нанесли ущерб близлежащим деревьям. На первый взгляд, с тем, что они должны были изучать, все было в порядке. Однако они еще не видели обратной стороны, того, что привело все в движение. Было глупой ошибкой не провести проверку периметра, но все ученые сразу же отправились за образцами великолепного дерева. Хотя его ветви были слишком высокими, чтобы собирать крупные листья, они смогли собрать несколько образцов коры, корней и опавших листьев. Доктор Харпер была занята всем этим, когда внезапно услышала вздох. Один из ее ученых, доктор Харпер, сказал: «Грин решил обойти вокруг ствола, чтобы посмотреть, нет ли с другой стороны крошечных веточек, которые пробились бы из ствола и дали несколько листьев. С некоторыми деревьями это происходит, если молодое деревце сливается с большим деревом. Вместо того, чтобы найти то, что она искала, она наткнулась на нечто очень тревожащее. Доктор Грин немедленно позвала доктора Харпер Торн, которая с любопытством направилась к задней части дерева. Как только она это сделала, из ее горла вырвался вздох. «Дерьмо!» Она выругалась, увидев большую рану на стволе. Это должно быть из-за шторма. Деревья вокруг секвойи повалились со всех сторон. Здесь определенно что-то произошло. Она попыталась вспомнить, что за катастрофа здесь произошла. Неужели шторм был настолько сильным, что мог повредить это дерево или, возможно, уничтожить его? Дерево, которое простояло тысячи лет? Доктор Харпер не могла в это поверить. Это не могло быть просто из-за грозы. Она знала, что должна быть какая-то другая причина, но понятия не имела, что это по-настоящему шокирует ее. Она быстро собрала своих коллег на гораздо менее потревоженной стороне дерева. Когда они приблизились к дыре, у большинства из них перехватило дыхание. Все опасались за здоровье дерева. Им нужно было подлатать это дерево, иначе оно могло упасть и вскоре исчезнуть. Доктора Харпер и Грин приступили к своей работе. Га взял образцы древесного сока, вытекающего из раны. Они должны были убедиться, что дерево по-прежнему здоровое и может продолжать свой рост. Рана начиналась шириной с человеческий рост, но по мере углубления в толстый ствол становилась уже. В конце видимой раны
она обнаружила нечто, чему не смогла найти объяснение. Предмет был белым и гладким, и дерево, казалось, изогнулось вокруг него, почти втягивая его в свой организм. Доктор Харпер взяла еще один образец предмета «нога», не желая прикасаться к нему из-за боязни загрязнения, или, что еще хуже, повреждения каким-либо образом. На данный момент достаточно образца и фотографий, сделанных доктором Грином. Она просто знала, что ей понадобится помощь, чтобы раскрыть эту тайну. И она знала, к кому обратиться. Осознавая важность открытия, доктор Харпер связался с ведущими экспертами в области археологии, палеонтологии и дендрохронологии, пригласив их присоединиться к уникальному исследованию в самом сердце секвойного леса. Вместе они приступили к созданию исследовательского лагеря, оснащенного по последнему слову техники, рядом с гигантской секвойей, чтобы раскрыть ее секреты. Под высокими кронами древних деревьев команда тщательно подготовила базовый лагерь рядом с загадочной секвойей. Он был оснащен передовыми исследовательскими инструментами и приспособлениями, превратившими эту отдаленную часть леса в оживленный центр научных исследований, направленных на раскрытие истины, скрытой в сердце дерева. Прибытие экспертов в различных научных дисциплинах наполнило лагерь ощутимым чувством предвкушения и скептицизма. Каждый из них привнес свой уникальный взгляд на мир, полный энтузиазма и в то же время осторожности, поскольку они вступили в неизведанное, готовые исследовать тайну, которая веками дремала в древней секвойе. Собравшись вокруг гигантского дерева, новые члены команды поделились своими первоначальными впечатлениями и теориями, в их голосах звучала смесь благоговения и аналитического скептицизма. Некоторые выдвигали гипотезы о возрасте дерева и возможном значении костей, в то время как другие размышляли о том, как это повлияет на понимание естественной истории региона. Руководствуясь общей целеустремленностью, команда подготовилась к тщательному анализу секвойи и ее скрытой тайны. Их подход был методичным, обеспечивающим целостность как дерева, так и загадочного объекта внутри него, поскольку они балансировали на грани возможного переписывания главы естественной истории. Когда они внимательно осмотрели белый предмет, стало очевидно, что это набор костей, каждая из которых причудливо вплетена в древние волокна дерева. Это открытие вызвало шквал предположений среди команды, и каждый из членов команды выдвигал разные теории о происхождении и природе этих загадочных костей. У костра, под пристальным взглядом древнего дерева, команда ученых вступила в жаркий спор. Могли ли эти кости принадлежать древнему животному, давно вымершему, или, возможно, даже предку человека? Или же они были чем-то совершенно неизвестным, бросающим вызов их пониманию истории леса? Первоначальный анализ костей дал неубедительные результаты, что еще больше усугубило загадку. Под высокой секвойей команда обсуждала различные теории, от правдоподобных научных объяснений до фантастических идей, таких как проклятие и сверхъестественные явления. Изучая кольца секвойи, команда обнаружила необычные закономерности роста, связанные с историческим событием. Эти аномалии указывают на важный момент в жизни дерева, когда кости стали частью его истории. Команда ученых тщательно расшифровала историю секвойи. Хронология, полученная из годичных колец деревьев, свидетельствует об уникальном событии, которое нарушило их естественный рост, в результате чего кости оказались в древних слоях. Среди археологов и палеонтологов разгорелись ожесточенные споры. Некоторые полагали, что кости принадлежали доисторическому существу, которое, возможно, переписало биологическую историю Земли. Другие рассуждали о связи между людьми, порождая теории об утраченной главе в прошлом человечества. Несмотря на все усилия, команда ученых так и не нашла однозначных ответов о происхождении костей. Каждая находка вызывала все больше вопросов, сохраняя тайну секвойи, окутанной тайной интриг. Доктор Харпер, осознавая потенциальную опасность общественных беспорядков, решил ввести карантин в этом районе. Соблюдались строгие протоколы, и доступ был ограничен для основного персонала. Чтобы сохранить секретность, команда замаскировала свою работу под исследования по профилактике заболеваний, избегая пристального внимания средств массовой информации.
Решение утаить результаты исследований вызвало внутреннее напряжение. Некоторые члены команды усомнились в этичности сокрытия такого революционного открытия. Поскольку секретность давила на них, начали распространяться слухи о древнем вирусе, вызывая страх и любопытство в близлежащих сообществах. СМИ ухватились за слухи, сочиняя сенсационные истории о вирусе, вырвавшемся из древнего дерева. Интерес общественности резко возрос, подогреваемый смесью интриг и страха. Растущий ажиотаж в средствах массовой информации привлек внимание правительственных учреждений, усилив давление и проверку усилий команды. Уединенный исследовательский лагерь стал центром расследования, поскольку команда пыталась защитить свое открытие, одновременно уравновешивая внешние требования. Среди бурлящих слухов и сенсационных сообщений общественность начала испытывать страх. Идея о древнем вирусе, появившемся из-под многовекового дерева, вызвала множество спекуляций. Экологические организации выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска нарушения хрупкой лесной экосистемы, опасаясь, что действия команды могут нанести необратимый ущерб. Радиоуглеродный анализ выявил удивительную древность костей, хотя их точное происхождение оставалось загадкой. Это открытие добавило загадочности, углубив интригу, связанную со скрытой историей секвойи. Команда столкнулась с моральной дилеммой. Должны ли они извлечь кости для дальнейшего изучения или сохранить древнее дерево, которое веками хранило эти реликвии? Некоторые утверждали, что сохранение целостности секвойи перевешивает любые потенциальные научные достижения, рассматривая ее как живой памятник истории. Это разделение вызвало трение между членами команды, поскольку они изо всех сил пытались совместить свою приверженность научным открытиям с ответственностью за сохранение дерева. Возникшая напряженность подчеркнула сложность поиска баланса между прогрессом и бережным отношением к природе. По мере роста слухов и опасений доктор Харпер решила, что пришло время обнародовать результаты исследования. Она считала, что прозрачность — это единственный способ развеять мифы и внести ясность. Команда тщательно подготовилась к пресс-конференции, стремясь сообщить о своих выводах с точностью и беспристрастностью. На пресс-конференции, проходившей в тени древней секвойи, доктор Харпер и ее команда выступили перед представителями СМИ. Они объяснили доисторическое происхождение костей и опровергли слухи о вирусе, подчеркнув научную значимость своего открытия и в то же время рассеяв опасения общественности. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию. Многие испытали облегчение, узнав, что вируса нет, в то время как другие были очарованы последствиями открытия для естественной истории. Некоторые, однако, по-прежнему были настроены скептически, ставя под сомнение более широкие последствия расследования. После тщательного анализа команда ученых сделала потрясающее открытие. Кости принадлежали неизвестному доисторическому виду. Это открытие вызвало волну возмущения в научном сообществе, породив столько же вопросов, сколько и ответов, и открыв новые направления исследований. Полученные данные свидетельствовали о том, что либо секвойя была намного старше, чем считалось ранее, либо некоторые доисторические существа прожили дольше, чем считалось ранее. Это открытие определило временные рамки, изменило понимание естественной истории и вызвало споры о пересечении прошлого с настоящим. Открытие вызвало огромный ажиотаж в научном мире. Исследователи из разных дисциплин признали его потенциал для того, чтобы пролить свет на эволюционную биологию и древнее биологическое разнообразие. Это послужило катализатором для дальнейших исследований, открыв новые пути к пониманию доисторической жизни на Земле. Полученные данные имеют важное значение, предлагая пересмотреть хронологию эволюции и глубже проникнуть в суть древних экосистем. Кости, которые секвойя хранила в течение тысячелетий, хранили секреты, связывающие далекое прошлое с современными научными исследованиями. Это открытие стало не просто беглым взглядом на историю, но и призывом раскрыть новые истины, изменив представление человечества о мире природы и его нерассказанных историях.